Баски Тату. Всем привет, с вами Елена Баски, и сегодня мы в гостях в студии «Хруст костей» у Дмитрия Речного. Привет, Дмитрий. Привет, Елена. Всем привет. Я хочу сделать маленькое вступление. Я пока ехала сейчас на нашу встречу, я поняла, что в 2004 году, а это значит 15 лет назад, где-то в начале мая, я первый раз взяла тату-машинку. И у меня юбилей, вот в этих датах, 15 лет, как я татуирую. И абсолютно точно могу сказать, не без твоего участия в моей жизни, может быть, какое-то не очень осознанное оно было, но абсолютно точно я знаю, что там в 2002 году, когда я делала себе первую татуировку, когда мне было 15 лет, и у меня никто не спросил паспорт, но это детали. Это было в салоне на ВДНХ, в котором, мне кажется, ты был просто душой этого салона. И вот эту любовь к татуировке я точно получила там. Не знаю, была бы я тату-мастером сейчас, если бы салон в то время не выглядел так. То есть, если бы я там попала в какую-то другую атмосферу, к другим мастерам, не знаю. Но точно это было какое-то такое событие, которое точно перевернуло мою жизнь. Вот, поэтому я очень переживала и нервничала, вообще согласишься ли ты на это интервью. Потому что, когда вот тогда, мне было 15, 17, когда я начинала, ты уже был супер-мега, крутой мастер, и когда заходил в салон, все начинали так трепетать и нервничать, и начинать дико рисовать. Этот стол для рисования, который, мне кажется, у всех, кто работал в Studio 3000, все помнят именно на ВДНХ вот этот вот отдельный рисовальный уголок. И это какое-то, мне кажется, святое место, так что я очень рада, что мы собрались. Ну что ж, сегодня мы с тобой будем говорить про традиционную татуировку. Для начала хочу выспросить сначала у тебя твою историю, чтобы понимать, как ты пришел, в принципе, к этому стилю, как все начиналось, как ты взял там свою первую тату-машинку, через что прошел и почему именно традик. Да много всего было, Лен. Я начинал татуировать в 93-м году, это была случайность. Вот. Такое, знаешь, время тусовок, ДК Горбунова, татуировки бесплатные. Вот. Я увидел в то время первые хорошие татуировки на людях в Москве. Это было неожиданно. До этого были другие татуировки, но в основном в печатных изданиях. Очень впечатляли. Вот. Как-то, знаешь, сейчас очень много информации. То, что было тогда, было все другое. Это было удивительно. Сейчас это норма и бизнес. Но тогда это рок-н-ролл был. Я тогда и начал рок-н-роллить. Что тебя привело? Где-то я слышала, что это было на флоте, пока ты служил. Нет, я на флоте не татуировал. На флоте я общался очень много с ребятами, которые так или иначе в тот момент уже были связаны с татуировками, татуировались. Татуировались еще до флота. Вот. И еще до своей службы на флоте у меня было общение с татуированными людьми, но они были татуированы не так, это были криминальные люди, очень татуированные, и я бы не хотел сказать, что меня очень привлекала татуировка на тот момент. То есть все, что я видел, оно не побуждало меня заняться этим. Я оценил красоту уже после того, как увидел именно на флоте, когда я увидел книги, альманахи, там были японские татуировки. Это впечатляло, то есть я осознал все то, что я видел до этого, я понял, насколько это хорошо и красиво. Какие были еще стили у тебя в твоей жизни? Я просто помню, была такая фотография одна в реализме, которая до сих пор у меня стоит перед глазами. Это была реально качественная, хорошая татуировка, по-моему, 2006 может быть, год. То, что у меня в воспоминаниях. И абсолютно точно ты отлично делал реализм, почему ты ушел в традик? Ты знаешь, не было традика и не было реализма. Для начала я перерисовывал японские татуировки, и в какой-то момент в руки мне попала книга, которая называется «Современный примитив». Угу. По-моему, это Хэнк ее написал, тот человек, который был хозяином тату-музея в Амстердаме. Он до сих пор жив. Если я не ошибаюсь, это его книга. И там был какой-то такой, знаешь, обзорник. Это просто книга татуировки была. Там очень много было орнаментов полинезийских. Очень много было каких-то рок-н-ролльных штук. Там каких-то, ошрамирований вскользь пробежались. То есть вся эта субкультура на тот момент, пирсинг. То есть это было что-то новое для России. Я увидел это, и в тот момент все это совпало еще с просмотром фильма «На гребне волны», и началось. Поначалу это был трайбл.
Мне очень понравился еще трайбл. То есть я пытался, я рисовал, там, я и пытался найти какие-то источники, но это было сложно, интернета не было. Вот с этого все началось. Какие-то покупка тату-журналов, приобретение первых тату-журналов. То есть у меня было несколько десятков этих журналов, и это, знаешь, такая библия была. То есть это все засматривалось, зачитывалось до дыр, там, переводилось. Это было очень то есть интересно. это такое, страсть получается, какая-то родилась. Да, и эта пошла. штука вошла вот в жизнь и как бы и поглотила. А как с рисованием? Всегда рисовал? Слушай, да, я всегда рисовал, и у меня было всегда такое ощущение, что это очень легко, в этом ничего сложного нету. Вот. Но настал момент, когда я пошел учиться, это как раз вот твое вот это первое, наверное, воспоминание, вот этот вот реализм мой какой-то, это как раз тот момент. Вот, я пошел учиться, и мне был интересен реализм. Какому-то школа, преподаватель, как Нет, вообще? нет, это не была школа, это не было учебное заведение. Родители одного моего клиента, близкого друга, я бы даже сказал, рекомендовали мне пойти поучиться рисовать. Я аккуратненько. Было сказано очень аккуратненько. Я сделал их сыну татуировку. Вот. Они были художники, они были очень хорошие художники. И они дали рекомендацию, я пошел, и, как сказать, и не жалею об этом. То есть меня учила женщина, ее звали Марина Владимировна. Она сейчас умерла. Она была очень хороший художник и очень хороший человек. Вот, было забавно. Я сидел в комнате, в которой занималось, кроме меня, там 10-12 детей, от 4 там, до 15. И я где-то на заднем плане с планшетиком. За маленькой партой. Да. Меня называли Дмитрий Александрович. О, красиво. Ага. Это здорово. Давай тогда, наверное, расскажем немножко про историю самого стиля традишнл. Откуда он взялся? Вообще, откуда это все появилось? Почему даже для традика люди думают, что не нужно уметь рисовать? И я просто дергает у меня глаз, когда мне говорят, да что там традик, я сейчас налуплю. И это я слышу до того, как первый раз человек взял машинку, попробовал реально это сделать, и у него как бы, Знаешь, многие неправильно воспринимают традишнл, то есть это простые изображения, и люди думают, что да, на этой штуке надо набивать руку. Здорово с этого начинать, потому что ты можешь понять всю философию и как бы весь объем. Вот, но это непросто. То есть те люди, которые думают, что это легко и что это ерунда и детские рисунки, глубоко ошибаются. Но это все происходит от отсутствия образования и культуры. Вот. Те люди, которые рисуют, понимают, что это такое. Опять же, люди, которые видят изображение ласточки или звезды полярной, наверное, да, вот это вот, толкает нас на мысль о том, что это просто. Но это не все. Традишнл — это очень емкая история, очень много серьезных изображений, картин, сюжетов, которые, может быть, даже неизвестны широкому зрителю и сейчас. То есть те самые старые мастера, с которых это все началось, Бурчет в Англии, братья Бурчеты, предположим, там какие-то художники, там Берт Грин там в Америке. То есть они рисовали очень непростые дизайны. И на злобу дня, скорее всего. Это были татуировки. Вот ты смотрела книгу Перси Уотерса. Так, если знаешь, посмотреть, да, то есть это вполне какие-то житейские сюжеты, вполне такие вот татуировки. И они не, как сказать, такие незаезженные. То есть ты мало этого встретишь в интернете. Вот. Поэтому, может, и складывается у людей очень такое общее впечатление о том, что это легко. Люди не видели этого. И не видели, и не понимают красоты. И плюс, вот я сказал уже, отсутствие, то есть поверхностные знания там, о рисунке, о дизайне. И толкают людей на мысль, что, да, я начну с этого, это фигня. А дальше я там начну там, брать вершины там, и начну там, делать там, реализм и портреты. А на этом я буду контура там, отрабатывать, да. Отрабатывать, да. Нет, все не так. Я поняла. Хорошо. Откуда вообще все это пришло? Как бы такое общее мнение про традик, что моряки... Никто же этого не знает. Никто этого не знает. Это где-то как говорится там, если вы чего-то не знаете, это не говорит о том, что этого нет. Где-то это развивалось параллельно, где-то кто-то как-то передавал эти знания. Люди всегда путешествовали по миру. Викинги путешествовали по миру, они были татуированные. Говорят, что индейцы когда-то жили в Азии, и это очень похожие люди, и у них очень похожие там всевозможные там пирсинг, татуировки, шармирование, все эти насечки.
Вот. Я думаю, что как бы все это глубинно. Сейчас какие-то вот всплывают там отдельные штуки, там говорят, что татуировка, сразу ассоциации, Япония, там американский традиционал. А как же мумии, которые находят на Алтае, которым там по 4000 лет на территории России? На секундочку, да. На секундочку. И они очень красиво разрисованы, эти мумии, то есть татуированные. Татуировки сохранились до сих пор, они прекрасного качества, это шикарный дизайн. Это и есть тот самый traditional, tribal, орнаменты. Мы мало очень знаем об этом, поэтому говорить о том, откуда это началось, мы можем сказать, что, предположим, там американский traditional, там, в общем понимании, там, расцвел там, в эпоху там, парикмахерским, в прошлом веке, в Америке. Когда это взяли там, и запретили, и всем стало интересно, и все стали там подпольно татуироваться. А потом раз случилась там война, там случился Перл-Харбор, случились вот эти вот все тусовки моряцкие, случился Сейлор Джерри. Об этом стали больше знать. Но основная же масса не знает, кто были вот эти вот художники, как Бен Кордей, Перси Уотерс, другие люди. То есть их было очень много. Они были все связаны между собой, общались, они переписывались. Но это только для тех, получается, кто углубляется. Да, это актуально только для тех, кто знает, тех, кто погружен в этом. Обычно людей, я думаю, что больше все-таки эстетика интересует, чем культура. Ну, культура-то основоположник, да. Поэтому я считаю, что надо обязательно, я всем всегда говорю, обязательно изучайте. Но я могу сказать, я увлекаюсь символизмом, там я, может быть, не особо это афиширую, но роюсь. Но я понимаю, что чем больше я как бы углубляюсь, тем больше я вообще ничего не понимаю, потому что все настолько переплетено. Конечно, есть там какой-то, пусть будет космический общий источник, где это все очень похоже, но настолько много разных трактований и всяких этих штук, потому что, мне кажется, с историей татуировки тоже. Бабушка сказала одно, дедушка другое, откуда это пошло? Я вспоминаю одну историю, я общался с одним журналистом, его зовут Мик, его зовут Traveling Мик. Да. Вот. Самый знаменитый тату-журналист. Да, хороший парень. Вот. И он мне рассказывал одну историю, как он посещал острова, где его татуировали. Его всегда, я у него поинтересовался, слушай, меня всегда интересует, что значит вот эти вот элементы, там, полинезийские. Я в этом ничего не понимаю, хотел бы знать. То, что я читаю в описаниях в книжках там, или где-то там в интернете, иногда я не доверяю этим источникам, а иногда они очень скудные, и хотелось бы большего. Вот. И он говорит, ты знаешь, а вот я был в деревне, мне там сделали татуировку. Я пошел в другую деревню, и сказали, в этой деревне, где он получил татуировку, ему сказали, эта татуировка значит то, там, у тебя будет все хорошо, это там длинный путь, ля-ля-ля-ля. Он идет, переходит ручей, оказывается в другой деревне, люди на это смотрят, говорят, и говорят что-то другое об этой татуировке. То есть там от деревни до деревни там, 100 метров буквально, значения татуировок разные. То же самое, вот то, что ты сейчас сказал, там. Ты увлекаешься там мистикой, там какими-то потусторонними, там значения интересуют. Разные люди по-разному. Я больше такой, архетипы там, кто через как бы через личное понимание каждого человека есть какие-то общие силы. Ты знаешь, я думаю, что это как значение татуировки дракон. В Азии дракон это один символ, и он очень позитивный, и все его любят. В западной культуре это совсем другой персонаж. Отрицательный. Да, на самом деле это и хорошо. Вот я чем больше с символами работаю, тем больше понимаю, что всегда они амбивалентные. Есть что-то очень хорошее, а у кого-то что-то очень плохое. Да и хрен бы с ним, это же баланс. Да. В принципе, да, поэтому абсолютно. Главное, наверное, что сам человек как бы к этому чувствует, испытывает, и тогда все будет good. Хорошо, ты так вскользь сказал про Сейлора Джерри. Почему Сейлор Джерри? Почему он такой узнаваемый? Почему все про него знают и совсем не знают про других? Это же бренд, там есть виски, одежда, чего только нет. Бренд и виски, они случились уже тогда, когда этот человек умер. Да, Прошло несколько десятков лет, началась новая эпоха. Я тебе скажу так, что этот человек никогда бы не позволил этому случиться. Этого не произошло бы никогда, если бы он был жив. То есть и все его ученики, потомки, последователи в один голос говорят об этом, и так слегка, так с долей вот такой фи относятся ко всему этому движению. Но опять же, как и не янь. То есть я в этом вижу и плюсы, и минусы. То есть хорошо, есть бренды, хорошо, есть вот эта одежда, вот эти все тряпки там с дизайнами.
немножко бесит, потому что это становится там каким-то трендом, там еще что-то. То есть это идет в массы, это теряет свою такую вот Аутентичность, да? Да, наверное, это становится массовой, как всегда, вот знаешь, когда заездили что-то, это неинтересно. Вот. Но с другой стороны, эти люди сохраняют эту культуру, они ее показывают ее красоту. Я бы даже сказал, они ее выпячивают. То есть наносят там на это немножко позолоты, и те люди, которые вот ни хрена не понимали, не видели, не знали об этом, вдруг говорят: о, Сейлор Джерри. Сейлор Джерри — это человек, который... Для многих это верхушка айсберга традиционной татуировки. Вот. Но это верхушка айсберга. Он не самый лучший, он не самый крутой. Но это человек, который сделал для татуировки, для традиционной очень много. Он, как сказать, отполировал он огранил этот алмаз, отполировал его, сделал бриллиантом. То есть он соединил, он взял старые дизайны, взял дизайны своих учителей, коллег, много приложил усилий для того, чтобы они вместо вот этих вот, знаешь, там ацетатных вот этих вот пленочек там или еще что-то стали тату-дизайнами. И вместе с своим последователем, не вместе, а как бы, ну, так случилось. То есть он и его ученики показали миру, что такое флэш, тату-флэш. Они сделали тату-флэши. Тату-флэши были и до них, но это было такое, это было уже культурное, массовое, правильное, адаптированное. И стайловое. Стайловое, да, с минимальным количеством цвета. То есть это были именно тату-дизайны. Это не было рисование, которое могло получиться как татуировка, не могло. Это были именно тату-дизайны. Такую тему сейчас немножко в сторону у меня мысль полетела, но я все равно должна это сказать. Ты сказал плюсы и минусы, то есть кто-то, возможно, считает, что это типа, ну, бренд, да, ну, в плохом смысле этого слова. Но Погоди, что бренд? Сейлор Джерри, да. Бренд? Ну, типа бренд, что вот и воду делают, но что на самом деле, ну, то есть люди, кто не знает, что он сделал для тату, вообще культуры. Это татуировщик. Погоди, давай я расскажу немножко. Да, вот. Это татуировщик, который начинал очень давно и который очень долго работал в Америке в период вот этого разгуля, когда вот эти были военные базы, моряки, когда, я не помню, как называлось это место, но это были Гавайи. Он работал в городе, где рядом были военные базы, корабли, моряки. То есть представь себе, днем отпускают с корабля моряков, и вот эта вся орава там несется в город к проституткам, в бар и татуироваться. Сразу вспомнила эти флеши со всякими гавайскими женщинами. Вот, как раз это было нарисовано как раз вот в этот период все. И это было в этот момент и делались эти татуировки. Когда нужно было делать татуировки, они должны быть быстрые, наглядные, красивые. Они должны там на месте быть у людей. И нужно было сделать несколько десятков татуировок в день. Естественно, это должно быть профессиональным. То есть исполнение этих татуировок должно быть профессиональным. И этот человек довел вот этот вот стиль просто до совершенства. То есть он отработал все элементы, он придумал все дизайны, он использовал какие-то там, как сказать, знания, он использовал знания тех людей, которые были до него. Он все это собрал, систематизировал. Хорошо. Вот. И это он делал это много лет. И его коллеги отзывались о нем так, что вот я помню сейчас вот эту фразу Crazy Eddie, когда он говорил: мы все ненавидели Сейлор Джерри, он был самый лучший, хотелось убить его, ну вот, чтобы стать первым. То есть он был первый, и он был супер профессионал своего дела. Это прям... Хорошо, по исполнению давай тогда плавно перейдем к этой теме. Какие правила есть у традиционной татуировки? Может быть, там, ну, определенный набор цветов, там, обязательно должен быть контур. Ну, вот эти простые вещи, чтобы люди отличали. Конечно. Это очень простые татуировки, которые очень сложно сделать. Очень сложно создать этот дизайн. То есть мы не используем огромные палитры. Ну, вот эти достаточно там, ну, скудные палитры.
5, 4, 3 цвета. Кто-то делает татуировку всего 2 цветами. Он использует красный, зеленый, например. Черный и белый, мы не говорим об этом. Вот. То есть этот дизайн он должен быть прост, читабелен. Татуировка должна быть идеально выполнена. То есть очень хорошие линии. Она должна быть идеально расположена на теле. И она должна работать с соседними татуировками. Они не соединяются вместе. Вот. Они дополняют друг друга и создают общий ансамбль. Иногда есть какие-то вставки фоновые, но они вполне нейтральные и как бы просто заполняют пространство между основными татуировками. Хорошо, тогда такой вопрос, который не все любят, но я слышала от одного старого мастера, что олдскул и традик — это разные вещи. И типа олдскул — это то, что вот по флешам, там старым, а традик — это вот по правилам олдскула, но на современные темы. Вот что ты думаешь по этому поводу? Ты знаешь, я думаю, что это просто такая вот русская любовь к игрищам словами. То есть у нас такой язык, когда мы говорим одно, а имеем в виду другое. Я как бы абсолютно не вижу никакой разницы между там традиком и олдскулом. Когда, то есть если это традиционный дизайн, то его можно назвать и так, и так. Здесь не будет ошибки. Именно традиционный дизайн, то есть мобилка? Мобилка нет, это не традиционный дизайн, абсолютно не традиционный, это новая штука, это можно назвать new school, это, как бы можно сказать, что это сделано в традиционном стиле, но это не традиционная татуировка. Традиционная татуировка, мы знаем этот набор. Как быть людям, которые хотят выставиться на конвенции? Куда им выставляться? Я просто смотрю... С мобилками? Да. Ты знаешь, вот я был на последних конвенциях русских. Вот в Питере я был, вот в Москве. И ты знаешь, когда вот в этой номинации, которая должна быть базовой, мы видим всего там 10 или 12 участников. Из которых я 3. не знаю, какие рекомендации после этого давать. Я знаю, что очень много людей талантливых в Москве, в Питере, на Урале, в Сибири есть люди, которые это любят, на Дальнем Востоке, везде. Там в Казахстане есть парни, на севере, на западе, они есть везде, они делают шикарные татуировки, и они приезжают на эти фестивали, но мы не видим этих татуировок по какой-то причине, наверное, потому что все вот такие вот бунтари там, и все относятся к этому так, то есть это шоу там, окей. Но знаешь, я последнее время, когда вижу вот это вот засилье фотографий Брэда Питта на тату-конвенции, я думаю, где же вы, ребята, хоть кто-нибудь выставьтесь, пожалуйста. То есть один раз, сидя в жюри, я просто звонил парню из нашей студии, хелперу, и говорил там: иди сюда, выйди на сцену, не надо участвовать, просто покажи, что бывает людям. Выходил 20-летний пацан, там, снимал там себе одежду, оголялся, и как бы, ему аплодировали. Потому что до этого это были какие-то там, я даже не знаю, что это было. Но это не был традиционал. Это на самом деле проблема, потому что многие думают, что там судейство в тату-конвенции — это вкусовщина, кто с кем там бухал и так далее. Но тут вопрос-то не в победе, мне кажется. Вопрос в том, чтобы показать, как может круто выглядеть татуировка. Для людей, не для судей, не для того, чтобы табличку ты унес домой. Ты знаешь, по поводу судейства я хочу сказать, я, может, немножко не отвечаю на вопрос или хожу в сторону. Часто меня зовут. Я давно татуирую, да, и меня часто зовут. Я не знаю, по какой причине меня зовут. Или там действительно думают, что я понимаю в татуировке, или просто я вот такой, знаешь, свадебный генерал, его надо посадить. Типа так полагается. Слушай, я разбираюсь в татуировке очень хорошо, я разбираюсь в любой татуировке. Я разбираюсь в реализме, я разбираюсь в нереализме, я разбираюсь в орнаментах, в неорнаментах. Потому что ты всем этим занимался. Я и занимался этим, может, для кого-то это странным, я умею рисовать. Я умею делать татуировки. Вот. Может быть, я не такой молодой и прогрессивный, как остальные. Может быть, я такой уже, старый пень олдскульный, окей. Но я разбираюсь в татуировках. Мне есть что об этом сказать, я могу это достойно оценить. И я столько это увидел, что для меня... И вообще, я не вижу цели для себя, кого-то кому-то помогать, еще что-то. Я бы хотел, чтобы люди видели красивые татуировки. Я соглашаюсь на эти судейства для того, чтобы помочь.
Мгм. Ну, помогай. Помочь культуре. Я хочу помогать продвигать культуру, а не продвигать тренды, бренды каких-то там вот людей. Но очень сложно продвигать традиционный стиль, когда в номинации 10 татуировок. Это невозможно. И, например, там из этих 10 4 татуировки сделал один человек, 2 татуировки сделал второй человек, еще сколько-то сделал третий. И это мои знакомые, друзья. И, естественно, когда кто-то из них получает место, можно что угодно сказать обо мне. Я оцениваю в этот момент татуировки. Мне не важно, кто их делал. Просто так получается, что, мне кажется, мастера-традиционщики общаются, это нормально, как бы. Ну, то есть, Да, да, это все такое. Меня вчера прибомбило. Я сейчас расскажу свою историю. Я очень люблю традик за то, что он со временем смотрится прям, не знаю даже, как это объяснить, но вот эти вот со временем подплывающие контура, которые у каждой татуировки со временем немножечко расходятся, и никто волоском ангела вам не напишет так, чтобы это жило так же, как на фотографии. Ну, ты понимаешь, да, про что я? То есть у нас сначала такой супер идеальный контур, а потом он так оседает и становится такой прям, ну, какой-то благородный. Не знаю, как это Лен, описать. это татуировка. Зачем ты это описываешь? Татуировка Для это людей есть описываю. для людей. Для людей, которые думают, что... Вот и что меня прибомбило? Что это принт, да? Люди думают, что это Ладно, принт. Это просто фотография красивая, что всегда с фильтрами, с резкостью, с замыленным фоном, там все красиво. Значит, прибомбило меня вчера от такой истории. Показала мне моя знакомая, спросив моего совета, правда ли это вот то, что ей высветилось в Инстаграме. Маленькое сердечко, вот, наверное, с 5-рублевой монету, даже меньше, наверное, где-то в районе ключицы. Ну, ты знаешь, что там за кожа, там такая она особенная. Вот, сделано где-то, наверное, 5, может быть, год или 1,5 назад. Ничего там криминального нет. Она просто подосела. Вот как должна выглядеть татуировка спустя год. Очень аккуратная, нормальная работа. Но мастер, который это выкладывал, это была фотка до и фотка после. Фотка после, естественно, все вокруг красное, все резкость наведена, аккуратненько выведен еще раз контур, все типа супер идеально. И текст поста был в том, что вот посмотрите, какие говёные мастера делают, а я делаю вот так. И типа вот так это будет выглядеть всегда, и у меня какая-то особенная техника. И я как-то выкладывала, кстати, у себя в сообществе Ютуба такую фотографию, тоже там было написано, что единственный там мастер, типа, ну, который вкалывает в верхний слой кожи, в эпидермис. Именно поэтому татуировка будет всю жизнь сохранять вот такой же эффект наклеенной татуировки, ну, когда временные переводилки из жвачки делают, там такой аккуратный контур. И типа это всегда так будет. Меня, конечно, я тогда тоже выкладывала пост из серии, что в эпидермисе пигмент не может просто жить, ну, то есть он выходит просто, это все развод на лоха. Но суть в том, что этого сейчас огромное количество, и огромное количество мне людей написали, что я старая пердунья и просто не понимаю в новых технологиях. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к татуировкам? Веришь ли ты в татуировки на год? Давай вот так. Почему татуировки, они все-таки меняются со временем? Хотя у меня есть видео, посвященное этому, но народ, походу, ну, не все смотрит. И почему вот традик мы считаем таким одним из живучих стилей? Знаешь, для начала пусть они про эпидермис эти люди почитают. Пусть почитают, пусть немножко поучат, да, то, что вот в книжках написано. Пусть немножко почитают про то, что это орган человеческого тела. Он так же, как и все, обновляется, регенерирует. Вот. И о том, что как можно вот в таких слоях делать татуировку, которая останется навсегда. Никак. Окей. Про временные татуировки, если все хотят к этому подвести, я так скажу. У меня был случай, тоже такой анекдотичный, когда дамочка, как раз мы только открыли Тату 3000, приходит в студию дамочка и начинает нас учить, и говорит там про татуировки временные. И говорят, что вот я вчера сходил, да, вы ничего не понимаете, я вчера сходил, меня татуировали, и вот через год она у меня там, не через год, а через сколько-то там лет она у меня исчезнет. Вот, я что-то слушал всю эту херню и предложил ей пари. Пари на деньги. Так знаешь, под интерес. Поставил 10 000 евро. Я говорю, я плачу 10 евро.
если ты приходишь вот ко мне там спустя означенное время и показываешь, что твоей татуировки нет. Мы сейчас делаем фотографию на фотоаппарат, пойдем к нотариусу, все это запишем. Давай, прикольно. Научи меня жизни, покажи по временной татуировке мне. Она немножко подумала и передумала. Разговор сошел на нет, и она ушла. Вот. Я думаю, она одна из многих, которые попались на эту штуку. Абсолютно дурацкая ситуация, мне жалко этих людей. Вот. Я понимаю, что произошло, я знаю, что так бывает. Вот. Хотя, знаешь, мне как жалко этих людей, так и не жалко. Если бы они не спорили, может быть, было бы и жалко. Знаешь, если бы они не были дураками, то мне было бы их, наверное, вот как раз вот, может быть, и жалко. Но они дураки, мне их не жалко. Хотят они себе временных татуировок, да ради бога, пусть они у них будут. Вот. А по поводу новых технологий в татуировках и еще что-то. Ребята, новые технологии бывают в компьютерах. Можно платы по-другому печатать. Но человеческая кожа – это человеческая кожа. Пигмент – это пигмент. Игла – это игла. Можно сделать новый механизм для того, чтобы внести эту краску под кожу, в кожу. Можно изменить состав красок. Можно какие-то дизайны там начать рисовать, другие. Но вот люди, у которых есть татуировка, они так и будут людьми, у которых есть татуировка. Забудьте нахрен все какие-то новые вот эти вот там ноу-хау. Когда я слышу ноу-хау и татуировка, это звучит как издевка и как, знаешь, это напоминает какого-то шарлатана, который стоит, у него там куча пробирочек, и он продает там, он там под столом льет там из одной бутылки все, кидает сюда такой краситель, такой, и продает это там за разную цену, как лекарство от разных болезней. Мне больше нечего сказать об этом. Я, кстати, недавно слышала, что Тебори — это тоже ноу-хау. Вот это вообще меня очень повеселило. Типа, Да. что настоящие мастера, ну, новая школа мастеров делает Тебори. И типа вот ваши вот эти машинки... А старая школа, которая делает Тебори, Они это... про них не знают, наверное, я не знаю. Я понял. Типа это ноу-хау. Вот это вообще просто, я думаю, в смысле. И мне тоже вот писали и доказывали, что татуировка на ушной раковине будет выглядеть как волосок, если ее сделать с Тебори. Машинками. Тебори? Как волосок? Я вот, и вот... Ну, короче, я даже Здорово. вообще я хочу... У меня еще 1 10 евро есть, я готов. Да, я, поставить. пожалуйста, я, в принципе, так и сказала, я даже не стала, я говорю, ну, я не буду с вами спорить, какой мне смысл? Она у меня, главное, спрашивает советы, я говорю, что это жесть, это все, ну, будет просто пятно. И она говорит, нет, у меня не будет. И я говорю, я с вами спорить не буду, приходите, посмотрим. Лен, это, знаешь, мы сейчас с тобой уходим в сторону куда-то, но мы движемся вот в классном таком направлении. Я думаю, что стоит нам сказать о том, что о профессионализме татуировщиков. И о том, как, например, как вообще это все происходит. То есть, что бы я предложил твоим зрителям, которые хотят татуироваться? Я бы предложил найти мастера татуировки, татуировщика, профессионала, пойти к нему, высказать там свои предпочтения, пожелания. Вот. И если он видел портфолио этого человека, если ему его рекомендовали, после этого не делать ничего, а просто сесть, получить татуировку, заплатить деньги и наслаждаться. Не надо учить вот этого парня, который этим занимается профессионально, картинки которого так нравятся всем и этому человеку, в частности заказчику, его не надо учить. Когда мы приходим в французский ресторан, знаешь, вот как это происходит в Мишлене, да? Ты сидишь за столом, тебе подают блюдо, ты его пробуешь, наслаждаешься и платишь за это. А потом ты машешь рукой в окошко, на тебя там смотрят, ты машешь в окошко и чаевые кладешь тому чуваку. Типа, чувак, мне все понравилось, это было круто. Вот. У нас же это немножко по-другому иногда бывает. У нас начинают учить татуировщиков, как им делать татуировки. Какого хрена? Я профессионал. Ты приходишь ко мне, ты знаешь, что я колю. Не проси меня делать волоски, не проси меня делать тройбола, не проси меня делать портреты. Я тебе сделаю традиционал, так как я это делаю, ты будешь доволен. Если, может быть, ты немножко другого ожидал, ну, постой немножко, выдохни,
посмотри на это по-другому. Я тебе делаю то, что я делаю сейчас. Для меня это самое актуальное и самое крутое на данный момент. Я в тебя вкладываю все свои умения сейчас. Может быть, это смотрится очень просто, но так надо. Относитесь к этому так. Относитесь ко мне как к профессионалу. Относитесь так, как я отношусь к человеку, который там делает лягушачью лапку, так как ее надо делать. Относитесь ко мне так, как нужно относиться к виноделу. То есть вы привыкли пить квас. Пьете красное вино, и вам не нравится, потому что вы всю жизнь пили квас. Вы или не пейте красное вино, или просто попробуйте оценить красоту момента. Насладитесь красным вином. Вот Это, тоже- так, это может какая-то аллегория, или кто-то что-то не понял? На самом деле я понимаю, что людям иногда полезно вот именно так объяснять, потому что почему-то для многих тату-сфера это что-то вообще космическое, и как будто там какие-то другие правила. Хотя по Я факту... хочу, знаешь, Лен, я хочу тут вот маленькую ремарочку сделать. Дело в том, что выбрать и найти тату-мастера сейчас сложно. Очень много, этот рынок, он очень сильно заполнен, и очень много предложения. Вот. Но и фишка в чем? Многие неправильно оценивают мастеров. Основные критерии в основном это цена, доступность. Шаговая доступность, я имею в виду, это когда близко, когда идти далеко не надо. Ты сталкивался, да, где вы находитесь, на ВДНХ, а поближе нету Да, ничего. да. И потом на следующий день человек из Австралии к тебе прилетает, например. И ты такой думаешь, что вообще в этой жизни не так? Да, именно. Очень странные критерии. Я не понимаю людей. Я считаю, что если вы хотите делать татуировку, надо об этом, наверное, узнать, надо что-то посмотреть, поинтересоваться. Может быть, даже просто на ком-то что-то увидеть и полюбить это, и сказать, что вот это классная татуировка, мне надо вот к этому человеку. Это идеальная штука, конечно. Рекомендации очень важны. Вот. Ну, важны не рекомендации о том, что я знаю одного чувака, ты не иди туда, здесь дорого. Я тебе скажу своего мастера. 2 пива, и ты счастлив. За 2 пива счастлив никто не бывает никогда. Поверьте. И не надо говорить, я сейчас молод, я экспериментирую, это пробная татуировка. Это глупые фразы. Вот интересная тоже тема. Мы так затронули, что выбирать мастера по портфолио, это я абсолютно... Ну, то есть, если ты колешь традик, ты идешь и колешь традик. Нет смысла портрет просить. Но у всех сейчас очень красивое портфолио благодаря, опять же, таки, Инстаграму. Ну, то есть, программам, фильтрам, бла-бла-бла. Ну, то есть, и тут же мы возвращаемся к теме вот этих волосков. Как отличить людям профессионального мастера от непрофессионального? Выглядит для человека-обывателя, ну, и так симпатично, и так симпатично. А так вроде пишут, еще ты, Боря, не больно и не подплывет. Знаешь, особо ответственные татуировщики, профессионалы, выкладывают зажившие татуировки. Иногда там проскальзывает комментарий: татуировка спустя 2-3 года. Вот это показатель. То есть я делаю татуировки, и я как бы, когда я фотографирую татуировку и выкладываю в данный момент, я хочу показать людям, на что я способен, какую-то новую идею, еще что-то, это какое-то место сложное. Но при этом я для себя, я очень четко понимаю, что это не показатель. Это мой сиюминутный порыв, я просто всему миру хочу показать, вот он я какой охрененный. Смотрите, вот, ну, я сделал классную штуку. Но при этом я понимаю, что вот сейчас только что произошла лотерея. Эта татуировка должна зажить, хорошо зажить. Этот человек должен за ней очень хорошо ухаживать. То есть люди разные, кожа разная, у всех разный иммунитет, у всех разная сила, жизненная сила. То есть кто-то молод, и у него заживает все как на собаке за несколько дней. Кто-то пьет витамины, там, кто-то спортсмен, кто-то хорошо питается. У этих людей все будет здорово. Ну, например, человек, которому там больше 50, и все уже не так, и наблюдается легкий регресс. То есть татуировка того же мастера, она может зажить по-другому и выглядеть немножко по-другому. В этом нет ничего плохого. Это явление татуировки. Мы не принтеры. Когда я делаю татуировку в своем стиле, там, предположим, там, с каким-то стандартным дизайном на одном и том же месте, там, 3 разным людям, я не могу сказать, что эта татуировка будет на каждой фотографии спустя 3 года выглядеть одинаково. Делая татуировку здесь, мы получим один результат.
Если мы сделаем эту татуировку здесь, мы получим другой результат. На макушке это будет третий результат. И даже если мы это будем делать на одном и том же человеке, мы получим разные результаты, потому что это разные участки кожи. Человек живет, он движется, он работает. А он для спит. многих это сюрприз, что кожа не присоединена к костям. О! Типа, она Ого! двигается, ничего Ого! себе. А вы меня не предупреждали. Ого, а вы не предупреждали, что она будет искажаться, когда я буду делать так? А я хотел идеально ровную полосочку. Чтобы со всех сторон смотрелось. Нет, относитесь к татуировке как нужно, как должно относиться к татуировке. Забудьте про принты. Забудьте про классные фотографии, вот про эти вот проекты, когда там берут в айпаде, там берут, фотографируют руку, потом на нее накладывают рисунок в фотошопе и показывают, будет так. Блин, так не будет. Будет близко к так, но не так. У меня тут, кстати, новая информация для меня была шоком. То, что некоторые мастера, конечно, не все. Безусловно, есть очень крутые реалисты, которые делают, и оно и со временем выглядит круто. Но некоторые, оказывается, подкладывают, под фотографию работы исходник, именно картинку, как-то подтирают серединку. Ого. И там типа получается, ты понял, да? То есть они, получается... Лен, для меня это сюрприз. Для меня это вообще шок Я был. первый раз о таком слышу. Да. Ты знаешь, я иногда, когда вот публикую свои фотографии своих работ, татуировки, я иногда пишу, что здесь нет фильтров. И я скажу, что я, например, когда публикую фотографии работ, я убираю яркость на своих работах. И я замечал очень часто, вот я стою, работаю на конвенциях, на русских конвенциях, люди не любят традишн, они к нему относятся так презрительно. Но иногда те люди, которые не любят и подходят и видят живьем то, что я делаю, их реакция, она удивительная, она вообще другая. Они стоят, у них глаза расширенные, и они начинают что-то лепетать, там типа как ярко. Ничего себе, я не знал, что традиционал, бла-бла-бла-бла-бла, вот это вся... Потому что живая вот татуировка, она вообще другая. Конечно, Никогда конечно. она не будет, как на фотографии. Да, и, предположим, те же самые мои клиенты, которых я татуировал, приходят на эту конвенцию, их там кто-то хватает за руку, там типа, я знаю, нифига себе, я видел эту работу в интернете, так она лучше живьем, чем на том фото, вот. И они имеют в виду фото Да, яркенькое. Они видят живую татуировку. Да. Вот, кстати, знаешь, я что думаю? Может быть, я об этом думаю в последнее время все чаще и чаще. Я, наверное, повыставляю свои работы на русских конвенциях. Пожалуй, я сделаю это. Кстати, это очень интересный ход, потому что... Вот. Да, для меня это всегда было немножко некорректно, потому что я присутствую в жюри и не разрешается свои работы показывать. Но я думаю, что, наверное, как-то мне стоит сделать это. Я хочу показать свои какие-то работы для людей. И чтобы это были нетривиальные работы, я не хочу показывать ласточек, я не хочу показывать какой-то такой, знаешь, стандартный набор джентльменский. Я очень люблю его. Но я хочу показать что-то такое, чтобы люди удивились. Наверное, может быть, я сделаю это как-нибудь. Будем ждать. Это на самом деле очень, мне кажется, интересно. Да. Надо Или, по крайней мере, приглашу своих клиентов, чтобы они хотя бы походили на Походили, конвенции, да. и люди их увидели. Может быть, так. Согласна. Слушай, я вот, наверное, вспомнила сейчас историю. Это у нас объединит целых две наших темы. Ко мне приходил молодой человек, даже я не помню, как его зовут, и я думаю, вряд ли он смотрит этот канал, поэтому это будет корректно. В общем, ты ему делал на пятке дельфина в традике. Просто на пятке, на вот этом самом уродском месте Это под не косточкой. пятка, это не пятка, это щиколотка была. Щиколотка. Я помню. Люди думают, что просто щиколотка это вверху косточки. Нет, это была не пятка. Это Ну, было внизу. между сухожилием ахиллесовым, да? Да. И косточкой. Да. Место не особо выживаемое. Слушай, да. Не то, что не особо, оно практически... Просто когда я увидела яркость и четкость этой работы, я была очень удивлена. Но он пришел ко мне, типа, перекрывать. Я прекрасно помню эту работу, я прекрасно помню этого человека, я ему делал не одну татуировку. Вот, это были такие татуировки камуфляжные. То есть мы закрывали этими татуировками какие-то дефекты кожные. Что было с ахиллесом? Ну, что-то там было. Я не хочу об понятно, этом это я распространяться. так. Человек просто Да. хотел прикрыть какую-то там штучку. Вообще, я не видела, что вы там Да, прикрывали. и мы обсуждали что-то, и речь зашла о том. Там разные дизайны отвергались. В итоге мы сошлись вот на этом дельфине.
И я сделал еще там 1 или 2 татуировки, я уже не помню. В других местах. Но на ногах я делал. Я не помню, что-то еще было. Я просто очень хорошо запомнила именно этого дельфина, потому что из-за места. Сухая, просто мужская кожа внизу ноги, Да. в обуви, в постоянно трущей, и она настолько была, ну, вообще ни намека на выпадение пигмента. Но он пришел ко мне с типа того, что она такая типа с толстыми контурами, а сейчас вот все делают, опять же таки, единичкой, там, троечкой, не знаю, там, и типа того, что я вот хочу типа от нее избавиться и сделать там что-то изящное. И что меня порадовало в этой истории? То, что он мне сказал, я ему отказала, сказала, что ну это бред реально, ну это просто нельзя этого делать, ну потому что, ну короче. Он мне сказал, что 4 мастера ему отказали до меня ему отказали 4 мастера переделать эту работу. И По каким причинам? Она была настолько безнадежная? Нет, я на самом деле уверена, что дело в трезвом взгляде на татуировку. Потому что, скорее всего... Я так и сказал. Да, ну, именно молодой человек, его, да, можно назвать, он ходил по хорошим мастерам, ну, я так предполагаю, потому что и тебя ему посоветовали, и меня ему посоветовали, в общем, он как-то так, видимо, по-хорошему ходил. И поэтому, естественно, все адекватные мастера понимали, что как бы это хорошая татуировка, он хочет, ну, ее выводить лазером, ну это вообще какой-то бред просто. Но это невозможно просто сделать, и невозможно на пятке сделать вот этой троечкой, чтобы это жило больше, там, чем полгода, ну, например, и не превратилось в пятно. А тут все держал, ведь каждый пигмент держал все эти контура и так далее. Просто... Я сталкиваюсь с этим хейтом, что я там старая пердунья, да, уже сказала, что типа брызжу и типа ваши вот эти вот традиционные, ну вообще на контурах построенные татуировки, это все бред. Я знаю, что тебя тоже много, ну как бы хейтят там, да, и вообще типа кто такой Речной, и вообще да что, сейчас вот есть крутые мастера, короче, это немножко уже не про традик, это именно про то, что мы говорили, про то, что люди как-то не знают историю вообще, как это появлялось, не знают какую-то физиологию, как это может жить. И из-за этого они почему-то начинают гнать какую-то пургу. Это просто маленькое у нас подведение итога, что, ребят, если вы хотите как бы, ну, разбираться и быть хорошим татуировщиком, наверное, надо понимать, как вообще в принципе у нас история татуировки в России зарождалась, а это тоже, будь здоров, история. Я до сих пор считаю своей главной ошибкой в жизни, что у меня как-то китаец просил сделать ему сувенирную татуировку. Алексей китаец. Алексей же, да, по-моему, его зовут, я не ошибаюсь. Вот. И как-то мы потерялись. И я помню, для меня это был такой у меня, ну как бы ему, ну то есть это, ну, я не знаю, для начинающего мастера это такое... Это фигура, Лена, да, это фигура. Ну, Алексей, это фигура. И как-то так получилось, телефон я сменила, ну, в общем, мы потерялись, и я даже не подозреваю сейчас, ну, я его видела, кстати, как-то на конвенции недавно достаточно, может, 2 года назад, но мне кажется, это недавно. Вот, ну, просто это есть люди в тату-индустрии, которые, ну, повернули ее в то русло, которое она сейчас. А сейчас, получается, люди могут только засирать, и я понимаю, что прекрасно мне напишут сейчас в комментах, что я там подлезала или еще что-то сделала, ну, просто маленькое обращение, ребят, ну, пожалуйста, просто... немножечко поизучайте, как это все рождалось, и, возможно, вам станет ясно, почему ты сейчас делаешь традик, почему многие мастера, у кого я спрашиваю, ну, кто у меня был в интервью, все отдают предпочтением татуировкам на контурах, чтобы где-то, даже если это будет реализм, Лен, пусть он будет поддержан. наверное, ты берешь интервью у опытных мастеров, которым есть чего сказать. И поэтому ты слышишь одни и те же ответы от тех людей, которые не новички, которые не пытаются к тебе привлечь внимание. То есть, ну, это даже как вот сейчас я даю это интервью не для того, чтобы привлечь к себе внимание. Я хочу привлечь внимание, помочь тебе привлечь внимание к явлению. И мне хотелось бы, чтобы люди относились к этому явлению с должным пониманием. Хотел бы, чтобы они хотя бы немножко услышали правды, и хотел бы, чтобы у них была хорошая, правильная информация. Вот. Про Алексея я хочу сказать, что это глыба. Вам надо с ним обязательно найтись. Прям вообще я сейчас... Это очень важный человек для российской татуировки.
Вот. Когда люди там говорят, там, кто давно колет, и говорят, речной, нет. Леха жив. Олег Продадим. жив. Сережа в Америке. Есть еще другие люди. Их много. Их не видно, может быть, или кто-то не знает об этом. Но, как мы сказали в самом начале, как бы, ну, если вы чего-то не видите или о чем-то не знаете, это не говорит о том, что этого нету. Не забывай свои корни, помни. Да, Как будь, пел будь на Гаста. порядок выше. Да. Так, ну что, мы готовы вернуться к нашей... Да, да. Возвращаемся к нашей главной теме. Больше про традик. Как объяснить клиенту среднестатистическому, как объяснить мастеру, что он хочет сделать? Ну, высказывать свои хочухи или говорить, теперь я отдаюсь тебе полностью. Как вот ты работаешь с клиентами? Лен, я очень по-разному работаю с клиентом, у меня абсолютно разные клиенты. Конечно, я даю предпочтение тем клиентам, которые приходят на меня, как, знаешь, как на шоу. Они приходят и говорят, там, типа, мы знаем, что ты делаешь, мы видели твои работы. Или, предположим, этот человек у меня татуировался несколько раз. Вот они приходят и говорят, мы ничего не хотим листать, мы ничего не хотим показывать. Там, мне нужно то-то. Я хочу даму-сердцеедку, говорит мне клиент Андрей. У него есть там фотография дамы, которую он хочет использовать в работе, и все. Все остальное, все дальше делаю я. Я подбираю оптимальный размер татуировки. То есть он мне не говорит, это должно быть таким. Он мне не говорит, это должно быть таким. То есть я знаю, как сделать татуировку традиционную, чтобы она смотрелась с любой точки хорошо. Я знаю, какой должен быть размер головы, лица. Я знаю, какой должен быть размер сердца, которое она там грызет или пилит. Я знаю, какой должен быть размер кинжала. Я все это знаю. Исходя из этих своих знаний, я делаю дизайн для Андрея. И все. Он получает классную татуировку, он доволен. Через полгода он приходит ко мне с этой татуировкой, я наслаждаюсь видом. Ну, в принципе, ты главное сказал. Тебе Андрей уже изначально сказал, что он хочет сердцеедку, а все остальное он тебе доверяет. Да, это идеальный клиент. У меня есть другие клиенты. У меня есть такие клиенты, которые приходят, приносят кучу всего, просят кучу моих каких-то там книг там с дизайнами, кучу классики. Мы смотрим, они сидят 3 часа, листают. Перед этим я им говорю, там, а ты не хочешь вот сюда обратить внимание? Он говорит, да это неинтересно. Листаем, 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 листаем. И потом говорит, а ты знаешь, вот то, что ты мне показал в самом начале, это интересно. Это да. 3 часа. Какого хрена? Может быть, сразу слушать? Это психологические всякие штучки. Согласен, согласен. Поэтому я не нервничаю, когда ко мне приходит человек. Мы садимся и 3 часа листаем. Это уже, получается, индивидуальный подход. Ну, к каждому, да? Один с таким темпераментом, другой с таким. Да, да. Знаешь, что я заметила? Для меня это не проблема, на самом деле, я хочу сказать. Абсолютно никакая проблема. Я понимаю людей, и я понимаю, что босс тут он, а не я. Ну, мне кажется, 50 на 50. Боссом я буду тогда, когда мы будем татуировать. Ага. А сейчас он пока босс. Вот интересно тоже, опять мы немножко в сторону, но это важно. Я лично считаю, что вот 50 на 50, да, это наша общая цель сделать хорошую татуировку. И ну, я так уж получилось, что долго работала и там в Тату 3000, и сейчас я сталкиваюсь, что у каждого мастера, кто начинает татуировать, есть такой порог – 3 года. Через 3 года он ловит, короче, какую-то просто сверхзвезду, и он считает себя просто царем, ну, не знаю, восхитительным, я не знаю, каждый свое придумывает прилагательное. И тут 2 пути. Либо человек попустится и станет нормальным человеком, будет делать то, что он как бы круто делает, будет расти в своем стиле, но он не будет хамить, например, людям или там как-то себя вести. А кто-то считает, вы все говно, я один король, и как бы вот ты с этим, я так подозреваю... это же жизнь. Татуировка – это же жизнь. Огонь, вода, медные трубы. Этого никто не отменял. Здесь происходит вся та же самая чертова Санта-Барбара. Здесь происходят все те же самые явления, взлеты, все эти падения, там, когда люди в тень уходят, когда люди там куда-то там вспыхивают и прогорают, прям как свечка. Прям. Очень коротко.
Их свет, их как-то свечи, луча, он очень короткий бывает. Вот. А бывают те люди, которые наоборот, они как-то приходят очень так вяло, тихо, а потом смотришь, а они в какие-то скалы превращаются крутые. И всеми любуются. Всякое бывает, Лен, это жизнь. Может быть, что с какой-то... этим? С этим ничего не надо делать. Ну... Все зависит от персоны. Угу. То есть, если персона хороша, и персона любуется не собой, а наслаждается процессом и пытается, получить от этого удовольствие и отдать себя в татуировке там, клиентам, своим зрителям, все получится. Я заметила просто, что персона очень часто винит всех вокруг, там, не знаю, людей, все люди дураки, ничего не понимают, я один красавчик, салон, тату-сообщество, там, Инстаграм, все на свете, но очень мало кто обращает внимание на себя. Это жизнь. Ну, Так везде бывает. Возьми там поп-культуру, все же то же самое происходит. Возьми любую сферу деятельности, там, каких-нибудь физиков, которые там, я не знаю, кого угодно, все то же самое. Везде одно и то же. Это жизнь. Ну, наверное, вопрос, если ты хочешь что-то для... Знаешь, что я хочу сказать, что вот это точно. Везде вот эта проблема, она происходит от отсутствия, скажем так, воспитания, это от отсутствия именно образования. То есть, если тебя не воспитывали, если с тобой не работали, тебе не объясняли, тебя не сдерживали, там, тебя неправильно не вели, вот как в спорте, там, да, там, вот может быть яркий очень пример спорт, там, да, кто-то там нарастил мышцы, там, что-то победил, выиграл, там, все, я Бэтмен. Блин, надо продолжать хорошо питаться, надо продолжать хорошо отдыхать, чтобы быть спортсменом хорошим. Надо делать очень много всего. И то, что ты один раз что-то там выиграл и победил, слушай, а сзади-то идут такие же, как и ты. Они такие же способные, у них такие же банки есть. Все то же самое в татуировках. Та же самая история. Прокачивать скилл, короче, надо. Слушай, надо, знаешь как, надо уважать окружающих, надо заботиться и надо думать о том, какие ты делаешь татуировки, и делать их не только для кошелька. Надо любить, надо хотеть это сделать хорошо, надо хотеть это сделать супер, чтобы это осталось круто через несколько лет. То есть надо так делать, чтобы ты потом там вот увидел эту татуировку на человеке и сказал, блин, вот это да, я даже не понимаю, как я раньше делал такие крутые татуировки. Вот так это должно быть. Надо стараться самому удивляться и людей удивлять. Надо к этому стремиться, надо каждый раз брать какие-то вершины. Я смотрю, кстати, понятное дело, что, возможно, там... В общем, каждый человек выбирает все равно мастера в себе. По себе. Себе по себе. Просто... Нет, не всегда. Не всегда? Не всегда. Иногда это очень неприятно. Иногда татуировщиками пользуются как принтерами. В этом плане да. Некоторые не выбирают мастеров. Некоторые выбирают, опять же, географию, цену. Я про хорошую реальность просто сейчас говорила. Выбирают в Инстаграме даму с сисями, которая будет их татуировать. И не важно, что она им сделает. Да, это правда. Зато они сфоткаются с ней и скажут. Но потом этот человек скажет, меня татуировала вот эта вот мадам, у нее там 1 М подписчиков. Прикольно. Что ты хочешь, хорошую татуировку или постоять рядом с чужим автомобилем? Да. Не открывать двери, сфоткаться возле Мазерати, возле торгового центра. Это да, к каждому человеку. Хорошо, как ты сам себе выбираешь мастера? Никак. Уж явно не по милимоду. Никак я не выбираю себе мастера сейчас. То есть все мои последние татуировки получены от друзей. Получены или от друзей. Это сувениры, да. Все мои последние татуировки это сувениры. Их не очень много последних, но это сувениры. И мое отношение к этому сейчас. То есть я не хочу удивить никого своей татуировкой. Я ее сделал, наверное, вот как раз вот сейчас для себя. Я, кстати, помню, что ты очень долго не татуировал руки. Для того стажа, который у тебя был. Ты просто не видел то, что у меня было. Вот и все. У меня были. Да, эти части, мне кажется, какой-то 2008-2006 нет, вот так было. Да. Просто ты же что, 93-го? Зато как и от кого
И от кого согласна. я не сомневался. То есть была персона, и я просто 2 дня подряд сидел, татуировался. Первый день там 8 часов или 9, и второй день там около 5 часов. И я получил тогда такой урок для себя. И я столько от этого, ну, из этого вынес. То есть это как раз и был урок. То есть вот так еще можно учиться татуировать. Вот сейчас прям тоже это очень круто, потому что я-то закончила вот это в 2004 году. Я закончила тату колледж биотек, мать его. О, гопики. Был такой Арчи, по-моему, его зовут. Он и сейчас есть, Артур. Да? Конечно. Он меня научил паять. Паяю я как боженька. Ты умеешь паять? Конечно. Вообще, я до сих пор паяю, если что, на лайтбокс, там все, пожалуйста. Пятюню. Вообще. Получите за паяние. Конечно. Еще даже этих кубиков-то не было, мы там, ну, короче. Это у вас не было. Ну да, потом уже, когда появился кубик для Магнума, это было просто. Был сначала же раунды только, ну у меня, по крайней мере. Потом уже это было просто вообще счастье. Он меня учил паять только раунды, дал мне, значит, 3 и машинку биотек, сказал, быстро ведешь, будет контур, медленно ведешь. Или наоборот, что-то медленно ведешь, будет контур, быстро ведешь, будет покрас, почему покрас. И ушел курить, короче. И эта модель сидела, короче, я такая просто в шоке, что происходит. Икс сказал, все, давай, а что как? Ну и, короче, там 5 занятий училась паять, и 3 занятия я вот бедных этих людей там, что-то фрихендом он меня заставлял исключительно рисовать, за что ему, кстати, отдельное спасибо. Ну, как бы, пусть я там 4 часа ему рисовала этого там дьяволенка, кстати, с классических флешей, но, тем не менее, мне дало этот такой навык, не бояться кожи, что ли, я не знаю. Мне кажется, если бы это был бы с трансфером, это вообще был бы атас. Но, в общем, суть в том, что когда я вышла оттуда, я поняла, что жопа. Ну, потому что Что ты ничего не знаешь? Конечно. И вариант у меня был один – татуировать себя, конечно. Ну, татуироваться у паштета. Я тогда у паштета татуировалась. И я начала делать татуировки свои первые на руках и смотрела, как он это делает. Смотрела и Ты сама себе делала татуировки? Нет, это паштет мне делал, я просто следила за ним. Это вот к теме, что про урок. И очень много знаний я именно подслушивала. Потому что спросить было, мне тогда было там 17 лет, и, короче, я вроде какая-то такая потеряшка, короче, паштет мне сильно помогал. Да. Ну, потому что, естественно, как бы, к кому я пойду, к большим дяденькам спрашивать, как делать татуировки? Это, тем более в то время там было девочек, мне кажется, 3 коллеги на всю Москву, кто вообще там этим занимался. Но на самом деле. Сейчас это, мне кажется, уже стало женской профессией по количеству. В шуточной манере. В общем, суть в том, что я много подслушивала, много выспрашивала аккуратно у паштета, он мне давал он делал только 7 Магнум, все там, слава богу, он мне делал каждый цветочек там часа по 4, потому что я могла все рассмотреть. И это, конечно, колоссальный опыт, потому что я находилась в студии постоянно. Я не была там админом, не была уборщиком, как положено, но я очень много старалась впитывать, вот пока я сижу, как люди рисуют. Паштет меня отправил на рисование, сказал, какой ты татуировщик, если ты не умеешь рисовать. Быстро на академрисунок. Я там к этой бедной тетеньке, которая меня боялась, ходила, потому что у нее же были татуировки на руках, а она такая академическая женщина. В общем, на самом деле, это такие крутые воспоминания, и ты сейчас вот сказал про свои татуировки, то, что даже для тебя с таким в то время стажем работы это был тоже урок. И, наверное, это тоже совет. Пока не татуируешься, короче, ты не поймешь, как это. Ты знаешь, Лен, для меня, наверное, это был, вот когда я татуировался тогда, это для меня был, скорее всего, не урок, а такое закрепление материала. То есть нас же никто не учил, мы велики здесь сидели, изобретали свою татуировку. Вот, и мы до многого сами доходили. То есть, конечно, какие-то базовые знания там я получал, там, например, там, от старших товарищей там, из Америки, то есть со мной делились. То есть мне буквально там люди там какие-то вещи объясняли, мы созванивались, мы писали письма. Вот. Иногда там что-то кто-то привозил, там рассказывал, кто-то был на конвенции, делился, и это было очень ценно. Вот, а тут просто я все это увидел там в экшене, это все подтвердилось. Какие-то вещи я понял, что я делаю даже лучше, чем этот человек. Но то, что делал он, было удивительно, и как бы это все было, знаешь, это была прям работа. То есть он в правильный момент делал то самое движение, и как бы вот. Это было очень красиво. Вот это как бы меня чему-то научило, это было здорово. Вот, и вообще, как бы, да, это один из путей. Ты можешь или там полы мыть и общаться, и за спиной стоять, и вопросы задавать, когда тебе там милостиво там позволяют там
Да, это здорово, это правильно. Это когда ты впитываешь в себя знания, и потом, там, знаешь, из тебя их не вытравишь. То есть ты принимаешь философию, ты ученик. Как во всяких этих учениях там. Да это же кузнецы, в принципе. Да, которые сперва там тюкают там чуть-чуть, а потом им бить там разрешают. Там. То же самое. Вот. А когда татуируешься, это такой, это ускоренный процесс. Ты, может быть, чего-то не знаешь, и ты не знаешь, там, откуда то-то-то взялось. Вот. Но это такой экспресс. Конечно, здорово, когда ты, например, ученика полы моешь, еще и татуируешься. Вот это вообще просто best. Я, знаешь, я сейчас вспомнил, как я был на Господь в одной студии, и там был хелпер, один пацанчик молодой, ему 20 лет не было. А у него были такие татуировки, просто охренеть. То есть этот человек, этот паренек по утрам собирал столы и стаканчики на всю студию. То есть ты приходишь, а у тебя в студии уже все застелено, приклеено, размещено. Тебя уже ждет стаканчик, в нем там бритвочка, там бр-бр-бр, вот это вот полный фарш. То есть, когда приходит, скажем так, босс, ну, тот человек, который должен татуировать, он не думает об этом всем. То есть, типа, чувак, твори, мы тебе уже все предоставили. И вот этот пацан, который эти стаканчики собирает, у него были здесь такие татуировки. Знаешь, я так думаю, мне бы так. Я прям по-хорошему завидую. Вот этот чувак, который в правильном месте, правильно получает знания. Может быть, это и есть залог успеха вовремя. Да, и ты знаешь, этот парень, я сейчас не знаю, в каком он статусе, может быть, этим летом я буду опять в этой студии, может быть, я этого парня увижу, я встречусь с ним, я бы хотел этого. Вот, но я могу точно сказать, что в то время он уже татуировал, делал очень хорошие татуировки, и являясь еще вот, там, типа, в статусе ученика, о нем знали серьезные парни. То есть он уже варился в этом кругу, он общался с хорошими татуировщиками, он от них получал татуировки, он там помогал, он присутствовал, видел, как эти люди работают. Вот это идеальное. Вот так должны люди учиться татуировать. Они не должны приходить в школу, они не должны сидеть там и там сопли пускать там из носа, там и слушать, как там надо это, куда картридж пристегивается. Я на самом деле согласна полностью, несмотря на то, что я тоже там начала обучать, но я сразу расскажу почему. Именно из-за школ. Потому что я понимаю, что все старые мастера... Ты хочешь спасти души? Нет, не спасти души. Я не набираю огромное количество. А мне кажется, что это здорово, спасти чью-то душу. Не дать, попасть в это горнило. Да, вот потому что как бы если либо они же хотят учиться, они не понимают как. Мы все говорим о том, что надо идти полы мыть, а они как бы, не все готовы, так сказать, да, там не всем 15 лет, чтобы бросить все и пойти полы мыть. Ты знаешь, Лена, почему они не готовы? У них нету времени или денег? Или что? Чего у меня сейчас учатся все, кто готовы, кстати. Знаешь, я когда вот ко мне люди приходят, и когда они хотят, говорят, научи, а один из первых вопросов, который говорю, а у тебя есть деньги, чтобы еду себе покупать? Я не плачу здесь зарплату ученикам. Мои ученики, меня это не волнует, откуда этот парень возьмет себе деньги. Если у него есть клиент, чтобы татуировать, ему заплатят, окей, пожалуйста, делай это. Но нигде не пиши о том, что ты сделал это в этой студии, чувак, нет. Вот когда ты научишься делать хорошо, тогда ты говоришь, что ты мастер, татуировщик, а пока ты просто ученик. Ученик, да. Вот, и не надо бросаться громкими там этими фразами, там, типа на себя там вешать погоны, ты их еще не заслужил. Вот. Тут я согласна полностью. Я просто именно про то, что сейчас такое огромное количество школ, что если старые мастера будут совсем уходить в как-то, отгораживаться от людей, это плохо, нельзя отгораживаться. Нельзя отгораживаться, то есть не нужно открывать конвейеры, не надо делать всех татуировщиками, не надо всем быть диджеями. Не надо всем быть татуировщиками, не надо всем быть там трендовыми какими-то профессиями. Ребят, клево, там мыло варить, клево там колбасу делать, ботинки шить. Все это нужно людям. Делайте, пожалуйста, не то, что вам кажется модным и сейчас и еще каким-то, а делайте то, что вы любите. Потому что любому профессионалу так или иначе вы достигнете успеха. Если вы думаете, что в татуировке этого достигнете вот так, быстро, потому что вы взяли и обвели там ласточку, да ни хрена.
Вот вас жизнь сзади догонит и тюкнет по затылку через 3 года, когда вы эту ласточку зажившую потом увидите. Я мало знаю людей, которые делали татуировки хорошо с первого раза. Я их не знаю. Я могу кучу примеров привести там вот сейчас вот этих звездных мальчиков, которые сейчас везде там суперзвезды, но они делали плохие татуировки. Я делал плохие татуировки. Просто почему-то все забывают про это. Все хотят забыть, все хотят показать себя спелой помидоркой, которая выросла, и она была сразу красненькая. Нет, в татуировках не бывает спелых, красненьких, быстреньких, не бывает. Татуировка — это татуировка. Надо в себя впитать все это, надо увидеть, через себя пропустить. Надо анализировать. То есть самые успешные вот татуировщики, ну, на мой взгляд, это или те люди, которые могут анализировать, складывать, раскладывать по полкам и понимают, и следят, и как бы вот все так, знаешь, чекают, как компьютеры некие. А есть и люди, которые сенситивны. То есть они, знаешь, вот как вот есть люди, которые вот медиумы какие-то, у них на кончиках пальцев. Ты им еще не договорил, а они уже въехали в то, что ты хотел им сказать, и они это успешно применяют. Это разные типы людей. Ну и опыт все-таки, когда ты долго Ну работаешь. и тем, и другим все равно нужен опыт. Его нужно полировать, нужно шлифовать, чтобы делать хорошо, там, например, там, предположим, там в традиционной татуировке там розу или там лицо там дамы. Нужно сделать несколько десятков таких татуировок. И потом ты делаешь это так, ты не останавливаешься, ты сидишь, ты даже не смотришь в колпачок, у тебя рука там сама туда идет. И ты сам это делаешь быстро. Некоторые люди говорят, как приятно смотреть, как ты работаешь. Ну да. Для того, чтобы научиться рисовать пион, тебе надо этих пионов нарисовать. Да, тебе нужно порисовать пионы, тебе нужно их покалывать не один раз, тебе нужно понять, какой размер оптимален, какой размер оптимален там для этого места, для этого. Тебе нужно понимать сразу, с чем ты это потом будешь стыковать, где тебе придется там подложить фон. Нужно понимать анатомию, нужно вообще знать, вот куда ты хочешь это воткнуть. И может быть даже человек, который увидел там где-то там в интернете, как красиво этот пион этот смотрится на коленке, тебе нужно пообщаться с ним. И нужно понять, а стоит ли это делать на коленке. Может, не надо. Может, где-то есть другое для него хорошее место. Коленка тоже хорошее место. Опять про мастеров мы заговорили. Ты знаешь, я с таким сталкиваюсь. Мы на конвенции тут ходили вот с Вовочкой, с моим. Мы сделали одну серию просто обзор тату-конвенции, а вторую серию мы показывали татуировки людей на конвенции. Ну, снимали, вы спрашивали, сколько времени делали, как строилась работа. Потому что люди, обычные люди, не татуировщики и не в тату-тусовке, они вообще не понимают, как строится цена, как строятся вообще, сеансы, почему быстро кто-то работает, почему медленно. И я столкнулась с тем вопросом, который я сама не очень люблю на него отвечать и о нем говорить, сколько же стоит татуировка. Я пыталась задавать этот вопрос некоторым людям. Кто-то стеснялся, кто-то говорил честно, кто-то говорил завуалированно. И я вот до сих пор даже думаю, выпускать нам этот выпуск или нет, потому что Выпускали. надо. Выпускай джина из бутылки, выпускай. Многие татуировщики боятся налоговой. Ну, не знаю, не налоговой, что за нами придут, всех повяжут, все плохо. Я, буду врагом народа, и вообще зачем я об этом говорю? Там люди, я просто спрашивала, он такой, я сделал это там за 2 рубля. И там, такое. И тут же какой-то потрясающий рукав, который потом он занимает первое место, все круто, и человек называет цену совершенно. И чтобы люди увидели, что за 2 рубля-то, не получится такой рукав сделать. Как ты вообще доводишь до своего клиента? Слушай, у меня есть просто почасовая оплата труда моего. Если ты профессионал, ты прекрасно понимаешь, что я не могу колоть татуировку быстрее, чем я колю татуировку. Да. И ты прекрасно понимаешь, что я не могу тут колоть татуировку медленнее, я не могу тянуть время. Если я буду тянуть время, я буду портить кожу. Если я испорчу кожу, она плохо заживет, плохо останутся цвета, кожа будет неровная, она будет травмирована очень сильно. И со временем татуировка будет выглядеть, не так, как хотелось бы. Где-то будут проплешины, где-то еще что-то. Поэтому у меня есть какая-то определенная крейсерская скорость, которая уместна в данной ситуации для татуирования на этом месте. Соответственно, каждый раз я прикладываю разные усилия. Вот. В связи с этим я оцениваю свою татуировку повременно. Я оцениваю татуировку по времени, затраченному на этот рисунок. То есть, условно, если я делаю такую розу на плече,
за 40 минут, то делай такую розу на шее, я потрачу на это, может быть, там час, а может быть и больше. Я приложу больше усилий. Так почему же я должен брать за это одинаковую цену? Я согласна полностью. Я беру разную цену, исходя из того, какое время я потратил на этот дизайн. Поэтому первый вопрос, который я задаю своим клиентам на конвенции или там в студии или еще где-то, они меня спрашивают, сколько вот это стоит? Я сразу спрашиваю, где? Где, да. На каком месте? На лбу, на колене, на груди, на плече или на бедре? И плюс, когда денежка капает, люди лучше терпят. Обращал на это внимание? Не это уже другой момент. Это другой момент. Я, знаешь, никого не хочу там ни наказать, ни приструнить, ничего. Я делаю татуировку, как я ее делаю. Вот и все. Просто бывает, когда человек реально терпит, ты чувствуешь это пальцами. Ой, ну когда ему больно, и он такой типа, там. А бывает, когда ноет. Ну типа там, не знаю, похмелье, там еще что-то. Ты куда шел? Вот, шла. Да. Для чего ты это делаешь? То есть, если ты думала, что как в каком-то сериале это будет вот так, и будет монтаж, не будет эта татуировка, это больно. Забудь. Хорошо, пользуешься кремами или еще какими-то облегчителями, ну окей, делай это. Ты знаешь, я это не приветствую, я сам не татуируюсь ни с чем. То есть я никакие там драгзы не принимаю, ничем ничего не мажу и не буду этого делать, когда буду татуироваться. Вот. Но если люди этого хотят, окей, не проблема. Это твой выбор. Я просто знаю, что это как дети. То есть, когда женщине больно, она любит своего ребенка. Потом. Только сволочь может не любить своего ребенка. Также и люди, которым больно, когда они получают татуировки, они потом смотрят и говорят, блин, круто. Даже если это простая вещь, эти люди говорят, круто, как мне нравится, это классно лежит. Они понимают всю ту работу, которую ты им делал. Для начала они видели рисунок простой, это был ничто. Это был отпечаток на бумаге, естественно, не может никак впечатлять. Но когда ты все это прошел через все это, встал к зеркалу, увидел, ты увидел, как это стыканулось там со всеми другими татуировками, да? Ты увидел, что это все ярко, что нет там никаких пробелов, что линии хорошие, что это, ну, как-то так вот пластично, там, сексуально и все такое. И ты говоришь, вау. И ты счастлив заплатить эти деньги. И как бы я понимаю этих людей, они расстаются со своими деньгами, ну, в твердой уверенности, что не зря они столько платят. И это нормально. И они любят свои татуировки. Вот это основная, мне кажется, задача татуировщика делать свою работу так, чтобы люди ее потом любили. Естественно, чтобы они хотели дальше татуироваться. И передавали, как бы, ну, там, вот это вот свое, как это сказать, рекомендовали тебя. Чтобы они делились, да, я это вот здесь, там, мне этот человек это сделал, как бы, смотри, как здорово. Все-таки меняется. Жизнь-то на всю жизнь. Ну и жизнь на всю жизнь меняется. Знаешь, как многие говорят, татуировка изменила мою жизнь. Блин, никто тебя не изменил. Изменился ты сам. Тебе было больно, ты там что-то там для себя в какой-то момент понял, там открылся третий глаз на минуту и все. Потом все опять закрылось, через неделю ты забыл эту боль, и ты опять идешь татуироваться. Да, но уже тело не будет прежним. Нет, не будет, ну и что? Так это круто. Да. Это как я где-то слышала. Разве ты не боишься, что татуировка на всю жизнь? И ответ, разве неплохо, что хоть что-то в моей жизни будет на всю жизнь? Ну, вот, это очень крутой ответ. Да, мне тоже. Я первый раз такое слышу. Очень круто звучит. Оно да. прям вообще очень по-настоящему, да. По-настоящему. Ладно, давай подводить итог. Назови 3-5 татуировщиков, которые ты считаешь нужно обратить внимание, там, например, для насмотренности там, наших зрителей, именно в традиционале. Знаешь, что я хочу сделать? Я хочу немножко вот сейчас вот тебя изменить. Ну-ка. Я хочу немножко повлиять и поменять вот этот ход вот этих вот привычных вот этих интервью и вопросов. Знаешь что, давай лучше я посоветую тех людей, которых нужно посмотреть, которые не сейчас делают, а которые влияют. Круто. На вообще культуру. За. Я вот положил тут несколько книг. Вот один из этих людей это Амунд Дитцел. Давай показывай сразу. Ну вот. Угу. Мы сделаем обязательно пометочку титрами. Великий человек. Бен Кордей. Угу. Я сейчас показываю, я положил сюда книги. Немногие знают этих людей. Я имею в виду, немногие клиенты в этом разбираются.
Многие татуировщики, безусловно, знают, для них это не новость. Sailor Vern. Очень много найдете здесь общего с Sailor Jerry. И моя стопочка. И стопочка, которая возле тебя лежит, да. Перси Уотерс, естественно. Один из братьев Бурчет. Их было 2. Кристиан Варлич. 6, не 3, 6. 6 замечательных, и все в 6 отцов, бумажном 6 бумажном отцов, да, 6 тех самых отцов, которые влияли, влияют и продолжают, и будут влиять. И люди постоянно там обращаются к этому, делают свои современные референсы, то есть свои татуировки, то есть они берут референсы отсюда. На этом строится татуировка. Они не открывают Инстаграм. Они не смотрят, что наколол там Кристофер такой-то в Нью-Йорке сегодня. Кристофер открывает это, чтобы сделать свои работы. А дальше его индивидуальность работает. Он делает там точку, например, в рамочке не такого размера, а вот такого. Ну так, через все призму своего и все узнают его в этом. Мгм. И его палитра скуднее, чем у Варлича. Он не использует 7 цветов, он использует 3 цвета, например. Вот это и есть твоя фишка. Или, может быть, ты взял дизайн там кого-то из этих ребят, там, из этих мужчин, из этих отцов и поменял все, нарисовал. Или сделал свой микс из 2 дизайнов. И это выглядит супер круто. Вот сюда, плизик, смотрим. Заканчиваем Это. тем, что смотрим к истокам. Смотрим Из в этого истоки, века. смотрим в истоки. Не надо быть мартышками, не надо никого копировать. Хотите быть собой, будьте собой. Знайте то, что было до вас, применяйте это. И не надо делать копии того парня, который сидит там в каких-то там 3000 или 10 или 20 тысячах километров от тебя. Понятно, там про коллективное и бессознательное. Мы можем эту песню петь сколько угодно, но нет. Это ж traditional. Мы же не принтеры. Это лучшее окончание, мне кажется, нашего интервью. Спасибо тебе за такой душевный. У нас вроде про стили, а вроде про нечто более такое глубокое. Спасибо, что согласился. Пожалуйста. До новых встреч. Ну а с вами была Елена Баски. Не забывайте оставлять свои комментарии, посвященные стилю traditional. Я буду спрашивать у Дмитрия какие-то вопросы, на какие смогу сама отвечать, буду отвечать. Жмакайте колокольчики, лайки, там, подписываться. Ну, вы же все знаете, ребята. Просто ты хочешь, чтобы... Ей! Склеить конец.